Привет, Арми. Все думали, что Чингук уходит. Камеры следили за каждым его шагом. Толпа затаила дыхание. Казалось, мир остановился на долю секунды. Но никто не понимал, что он вовсе не уходит, он сам выбрал этот путь. В этом одном безмолвном шаге Чингук отвернулся от шума, от внимания публики и от ожиданий. Затем он направился прямо к одному человеку. Ни слов, ни объяснений. Просто одно движение, настолько ясное, что оно вызвало шок в зале и навсегда изменило восприятие происходящего. Зал не взорвался от звука, он замер. Его шаги не были громкими, но каждый шаг ощущался как удар в грудь любого, кто наблюдал за ним. За несколько секунд до этого воздух был наполнен шепотом и звуками камер, затем внезапно все затихло. Ни смеха, ни разговоров. Только осознание того, что прямо у них на глазах происходит что-то незапланированное. Чингук ненадолго отступил. Не агрессивно, не драматично. Просто достаточно, чтобы его заметили. Люди думали, что он, как обычно, когда внимание становилось слишком пристальным, уходит в тень, смягчается, растворяется в ней. Но на этот раз все было иначе. Его плечи выпрямились. Взгляд стал напряженным. Его глаза остановились на одной точке в комнате. Ви почувствовал это еще до того, как увидел. Это был взгляд, не требующий слов, не громкий, не броский, а словно воспоминание, внезапно коснувшееся его кожи. Когда их взгляды встретились, мир между ними напрягся. Это не было романтично, не театрально. Но что-то более глубокое, честность, слишком реальная, чтобы быть постановочной. Чингук сделал еще один шаг. И стало ясно, что это не хореография, не часть плана. Это был инстинкт. Персонал переместился. Некоторые участники оглянулись. Люди за камерами обменялись растерянными взглядами. Тэхён остался стоять в свете, но его выражение лица изменилось на нечто слишком реальное, словно его только что по-настоящему увидели. Чингук остановился прямо перед ним. Слишком близко, чтобы это можно было принять как должное. Слишком близко, чтобы игнорировать. Они молчали не потому, что не хотели, а потому что слишком много людей слушали. Камеры и микрофоны фиксировали каждое моргание, каждый вздох, готовые к анализу миллионами пар глаз. Но Чингук не отступил. Потому что он уже сделал свой выбор. Челюсть Тэхёна сжалась. Его глаза на мгновение опустились, а затем снова поднялись, словно молча спрашивая: «Ты действительно делаешь это здесь?» Ответил Чингук, оставаясь стоять. Проблема заключалась не в том, что он сделал, а в том, где и когда он это сделал. Все знали, что такие моменты хрупки, их легко превратить в слухи, в дикие истории. Стоять рядом с человеком, находящимся под таким пристальным вниманием, это не просто стоять. Но Чингук не дрогнул. «Ты в порядке?» Тихо пробормотал он. Тэхён кивнул. «А ты?» Не было никакого громкого заявления. Никакого драматического признания. Простой разговор, который казался искреннее, чем любой крик. Кто-то окликнул Чингука по имени. Мир пытался оттащить его назад. Но он остался рядом с Тэхёном. И именно здесь изменения были наиболее заметны, не физическая дистанция, а отношения. Объявили 5-минутный перерыв. Слово «перезагрузка» повисло в воздухе, словно легкая угроза. Они повернулись в разные стороны, но напряжение больше не ощущалось как дистанция, оно ощущалось как пауза. В тихом коридоре, без студийного освещения, без прожекторов, эмоции казались более открытыми. Дверь закрылась со щелчком, который звучал слишком окончательно. «Тебе не стоило этого делать на улице», — тихо сказал Тэхён. «Знаю». «Тогда почему?» «Потому что я не хотел идти дальше, не дойдя до конца». Фраза не была взрывной. Она не была драматичной.
Но ее было достаточно, чтобы маленькая комната казалась еще более тесной. Стук в дверь прервал их разговор. Мир всегда проносился слишком быстро. Через несколько минут, в ночном воздухе, более искренним, чем студийные огни, они снова стояли лицом к лицу. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросил Тэхён. «Это значит, что мы перестаем притворяться», — спокойно ответил Чингук. Наступила долгая тишина. Если бы это было неправильно, люди бы все испортили. Если бы это было неправильно истолковано, мир бы придумал свою собственную историю. Но впервые за этот день этот страх больше не перевешивал их решение. Они шли бок о бок, не прикасаясь друг к другу, не давая никому драматической сцены, которую можно было бы вырезать и переиграть. Но расстояние между ними больше не было расстоянием колебания, это было расстояние выбора. Свет снова осветил их лица, когда открылась дверь. Съемочная группа вернулась на свои места. Камеры задвигались. Заиграла музыка. Все выглядело профессионально. Под контролем. И именно поэтому перемены стали еще более очевидными. Их взгляды не были чрезмерными. Они не были слишком долгими. Доли секунды было достаточно, чтобы каждый из них убедился: «Я здесь. Ты тоже здесь». Больше не было колебаний. Больше не было нерешительных шагов. Мир, возможно, все еще наблюдал, все еще искал лазейку, чтобы придумать историю. Но между ними больше не оставалось никаких вопросов. Сессия продолжалась. Слышались смешки. Раздавались технические инструкции. Все казалось нормальным, но новой нормой. Нормой, больше не основанной на избегании. И, как ни странно, именно потому, что не было преувеличенных жестов, люди перестали пытаться найти что-то сенсационное. Потому что, когда два человека стоят бесстрашно, больше нет места для распространения слухов. Время шло. Расписание было выполнено. Свет гас один за другим. На этот раз никто не затаивал дыхание, ожидая, куда пойдет Чингук. Никто не ждал драмы. Ответ уже был очевиден. Тэхён первым направился к двери. Чингук следовал за ними, не как тень, не как опоздавший герой, а как тот, кто шел рядом. В дверях они на мгновение остановились. Не для того, чтобы проверить, кто наблюдает, а чтобы убедиться, что каждый из них все еще здесь. Никаких обещаний вслух не произносилось. Просто один вздох, сделанный одновременно. Один шаг, сделанный без колебаний. Ночь встретила их с атмосферой искренности, более честной, чем студийные огни. И впервые за этот день ничто не казалось игрой. Может быть, завтра весь мир заговорит. Может быть, будут анализы, теории и предположения. Но в ту ночь, между параллельными шагами, больше не было ощущения, что все почти произошло. Потому что иногда самые большие перемены происходят не от громких признаний, а от молчаливого решения не отступать. И когда дверь наконец закрылась за ними, осталось не противоречие, а одна простая уверенность. Чингук решил стоять. Тэхён больше не шел один. И впервые миру разрешили подождать. Nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always